Привет всем! В этом видео будем разбираться, что случилось с пылесосом. В общем, он работает, все нормально, но только 5 минут. Этого недостаточно, чтобы поубирать, поэтому давайте его разберем и посмотрим, что с ним случилось. Тут явно дело в аккумуляторе. Вот для начала нужно его извлечь. Снимаем крышку. Чтобы отсоединить, вот здесь нажимаем, посередине выступает пластинка такая, защелка. Мы ее нажимаем и вынимаем. На мультиметре включаем постоянное напряжение. И здесь меряем. Начинаем с начала. Как тут направление идет? B-. Вот первые две ячейки параллельные. Потом они переходят. Вторые, третья и четвертая по кругу. Но меряем напряжение первых двух ячеек. Минус, плюс. 4,2 вольта заряжено. А пылесос вырубается. Вторые меряем. 3,62 вольта разряжено. Значит, эти две, уже с ними что-то не то. Но для начала, так, давайте дозвоним до конца. 3,7 вольт. 3,9 вольт. Так как у меня какая-то из этих банок испорченная, а может даже две, то мы сначала вот эту верхнюю снимем и проверим, что с ней. Ее нужно будет вот от никелевой ленты отсоединить с двух сторон. Вот, сняли аккумулятор. И смотрим, что у него за напряжение. Три 9 вольта. И у этого тоже будет 3,9. Попробуем, раз он уже снят, мы попробуем его зарядить. Вот. И оставим, посмотрим. Он дает просадку. Либо второй. Вот, поднимается быстрое напряжение. Скорее всего, он и негодный. Снимем теперь вот этот. Этот второй. Минус подключаем плюс. А в качестве донора я возьму вот эти ячейки. От аккумулятора это отнято. Здесь умерла БМС-ка. Вот. А аккумуляторы вполне рабочие, поэтому я буду их использовать для замены. Выпаиваем ячейки отсюда. Здесь к БМС-ке они припаяны оловом. А в том пылесосе приварены. Там нужно будет их отрывать. Так как они уже сварены, то я, в принципе, так и оставлю. Уложу их просто чуть по-другому в вот этот пластиковый корпус. И заново переваривать не буду, потому что тут заводская пайка идет. Ну, смысла нет. Единственное, что может будет, надо будет доварить подлиннее вот эти кусочки, чтобы вывести средние контакты на БМС-ку. Вот они вот здесь заходят. И вот здесь вот длинный кусок. То это мы переделаем. Начинаем с минуса.
Минус у нас вот. И нам нужно будет уложить вот так. Минус вот он. Поэтому будет укладываться либо так, либо вот так. Посмотрим, как легче завернуть. Ну, тут никак не легче не заворачиваться. Мы вот это отрежем, вот эту часть. Потому что она нам не поможет. Вот так. Нам нужно приварить хвостики, которые будут идти на минус. Потом идти на балансировочный плюс, первый B1. И потом хвостики, которые будут соединяться дальше к аккумулятору уже третий ряд и четвертый. Давайте примеряем. Вот так. Вкладывается и померяем длину хвостиков, которые нам нужно. У меня есть никелевая лента. Но тут она, кстати, не пройдет для балансировочного. Тут я возьму другую, у меня есть еще меньше. Это сильно широкая. У меня в наборе для сварки вместе с паяльником там была никелевая лента, она идет поуже. Вот набор. Вот паяльник. Так, это нам не пригодится. И вот в комплекте, да, такой же ширины, они одинаковые. Я думал уже. Но она уже, она на миллиметр уже. Возьмем ее. Ее надо подрезать, потому что она не проходит крепление. Ну, можно в длину подрезать. Я думаю, не страшно. Вот мы отрежем кусочек. Так, тут нам надо, вот меряем расстояние. Отсюда привариваем, сюда заворачиваем. Как раз нам хватит вот такого расстояния. На серединку надо будет подзарядить. 2 ячейки осталось. Я после прошлого использования не заряжал. Сюда ячейки. И сюда вставляем. Вот. Здесь можно чуть-чуть подрезать. Лишняя длина нам тут не нужна. И здесь тоже подрежем. Тоже есть запас. Так, тут в этих 2 ячейках я вот эти хвосты все убираю, потому что они луженые. Луженые хвосты потом нормально не приварятся, потому что олово будет плавиться, оно вроде прилипнет, но сама спарка не возьмется. Потом может отпасть. Поэтому я лучше возьму и новые хвосты приварю. Теперь минусы 2. Нам нужно их сварить между собой, приварить к вот этим плюсам вот этих ячеек и вниз на балансировочный контакт выпустить никелевую ленту. Вот так, поэтому мы возьмем вот так вот вверх и вот так вот вниз, потом поведем. Длина нам понадобится где-то вот такая. Теперь нам нужно между собой поставить перемычку, соединить вот эти банки и выпустить на балансировочный контакт. Отсюда тоже никелевую ленту соединить. И теперь нам остается приварить вот эти вот все контакты к плате БМС.
Теперь закрываем назад в коробочку и будем тестировать. Какие проблемы могут возникнуть при перепайке ячеек? Первая проблема – это управляемый предохранитель. Вот он стоял вот здесь. У него 3 ножки. Получается 2 ноги. Сейчас я покажу. Ну, вот так, наверное. С этой стороны 2 ноги, они между собой замкнуты. И 3-я ножка спереди, вот она свободная осталась. Я его убрал. В общем, при перепаковке, в случае каких-то проблем, БМС-ка отправляет сигнал на предохранитель. Там есть нагреватель встроенный. Он нагревается и разрушается, размыкая вот эти 2 контакта. Поэтому БМС-ка перестает работать. Сюда напряжение уже не выходит. Вернее, оно выходит, оно там через какую-то сигнальную линию выходит, и напряжение отличается. Вот, например, померяем напряжение. Так, подожди. Вот 15 и 14 вольта. Это на самых клеммах аккумулятора. А на выходе будет где-то 14,8, меньше 14,7. Где-то полвольта съедается. Если у вас вот такая ситуация, что напряжение на вот этих вот контактах черный и красный, можем померить. Вот я сейчас поставил перемычку, она совпадает. Вот 15 и 16, и вот здесь напряжение совпадает. Если предохранитель сгорел, то напряжение будет разным. Ну и это будет напряжение, оно тут сигнальное просто, оно не мощное. То есть пылесос от него не включится. Это первая проблема. Я поставил перемычку для экспериментов, так делать нельзя. То есть пока я поставил, оно работает, но оставлять так нельзя, потому что в случае проблем с аккумулятором защита не сработает, может возникнуть короткое замыкание. Поэтому вот эту перемычку я потом уберу, и когда придет уже этот предохранитель, я его сюда впаяю. Дальше ошибка 14. Вот я так читал по форумам, где искал, у меня возникла после ремонта ошибка 14. Пылесос не включается. Вот здесь напряжение есть. То есть БМС-ка работает, напряжение выдает, все нормально. Но пылесос выдает ошибку 14, не работает. Как проверить? Обычно люди писали, что плохой контакт вот здесь, но вот у меня, например, здесь был хороший контакт, все работало, контакт этот. Но ошибка 14 возникала, и не получалось ее исправить. Сейчас я покажу, как можно исправить, если у вас дело не в вот этих вот контактах. В общем, здесь стоит датчик температуры. Я его даже не искал, потому что там ковыряться, вот не искал его. Смотрите, датчик температуры, он между черным и белым проводом стоит. То есть пылесос меряет температуру с помощью вот этих 2 проводов. Там терморезистор. И мы ставим вот на сопротивление 10 килоом датчик в БМС-ке стоит. Вот у меня такая проблема. Между черным и белым проводом я меряю, а у меня разрыв цепи. Датчик не видит. С ним что-то случилось, не знаю, что с ним случилось. Ну вот у меня разрыв цепи, сигнала нет, поэтому пылесос выдает ошибку. Также я вот здесь вот зачистил. Так же само смотрю. Черный провод, белый провод. Разрыв цепи. Что делать? Я взял вот датчик на 10 килоом. Это я выпаял с другой БМС-ки, со старой у меня. Вот такой маленький датчик. У него просто маленькие были ножки, и я к нему добавил вот 2 проводка. И тут заизолировал на термоклей все это. Вот 2 контакта. Меряем. Там в зависимости от температуры будет где-то 10-12 килоом. Ну, 14. Ну, нагрел в руках. Выросло 14 килоом. И чтобы обойти вот эту ошибку,
нам нужно припаять вот этот провод, ну вот эти проводки два, к черному и к белому проводу. Там полярность без разницы, оно просто сопротивление меряет. Можно просто на 10 кОм поставить сопротивление, резистор между этими двумя, обойдем защиту. Но датчик я ставлю, так как я его просто здесь внутри оставлю, он будет работать, мерять температуру. И в случае перегрева аккумулятора, то робот-пылесос остановится. Просто я его впаиваю вот сюда. Вот у меня белый контакт. И вот у меня черный контакт. И теперь должно заработать. То есть пылесос включится. Вот, давайте сейчас замеряем сопротивление между черным и белым проводами. 15,6 кОм. И теперь ставим пылесос и проверим. Синей изоленты, к сожалению, нет. Ну и черная тоже неплохо смотрится. Вот идет зарядка. Так, и включаем. Starting the cleanup. Pause.